Всем привет, меня зовут Вадим, и я читаю ваши комментарии, и вас, насколько я понял, интересует то, как можно переехать в Испанию, какие варианты есть. Я сейчас в этом видео соберу вообще варианты, которые существуют, а потом буду записывать вам видео по каждому из них. Но я, правда, в них не эксперт и не шарю этого, но, может быть, это вам поможет. Как-то так. Ну, еще там в комментариях у меня есть визовый агент, вот он делал мне шенгенскую визу, и мы как раз-таки сейчас переходим. И первый блок — это шенгенская виза. Многие варианты, вот, которые здесь будут, они идут через Шенген. Сначала его нужно получить. Получается он достаточно легко. В России я заплатил 10 консульский сбор, 10 визовому агенту, но я получал 8 месяцев назад. Да, я 2 месяца уже живу в Испании. Насколько я знаю, у него цена выросла. Его контакты, короче, есть в описании. Вы там посмотрите, напишите. Я там скидку договорился, чтобы была. Вот. Ее обычно дают до 90 дней. Я получил на 15 в пустой паспорт после банкротства, после всего. Короче, у меня ни денег, ничего не было. Ни работы, ни контракта, ничего. И мне ее дали. А если не дадут, вы не переживайте, подадите еще раз. Но для первого раза я бы рекомендовал визового агента, хотя у меня многие знакомые сами подавались, там такой сложный пакет документов. Но с туристической визой нельзя работать, типа ничего. Но с нее можно перескочить на несколько статусов. И вот следующий вариант — это приехать по шенгенской визе и остаться здесь жить по оседлости. Вас никто из Испании обычно не депортирует, если вы никого не там... ничего с ними не сделали. Да, вы здесь живете, собираете там чеки, делаете прописку. Прописка делается там по договору аренды, по счетам об оплате недвижимости. Вы приходите там в местную мэрию, делаете прописку, у вас бесплатная медицина, учеба, да, если у вас там дети, вы их все можете отдать в школе, потому что все услуги вы получаете по прописке в основном. Но тут есть там ряд минусов, то что вы не сможете открыть себе банковский счет. Короче, много всяких приколов. Но в целом, если вам такой вариант подходит, вы можете арендовать жилье, то есть никаких ограничений нет, кроме того, что у вас там иностранного номера не будет, как-то вы действовать не можете. Если там вас поймает полиция, то, скорее всего, вам дадут бумажечку о том, что вы должны покинуть Испанию там, в течение 15 дней, но вы можете ее не покидать. И вот сегодня вроде бы, сегодня какое число? 16 апреля, я записываю это видео, и сегодня, по идее, должны подписать или подписали уже закон о том, что вот этих всех мигрантов нелегальных легализируют, да, кто был в Испании там с лета прошлого года вот по декабрь. Их всех легализируют, дадут им ВНЖ на 1 год, да, чтобы они были в легальном статусе, могли работать, платить налоги, открывать счета. Дальше у нас есть ВНЖ без права на работу. То есть если вы богатый пенсионер, у вас есть много накоплений, это примерно 29 тысяч евро в год заработок у вас должен быть. Или, может, у вас много недвижимости, и вы ее сдаете и можете здесь жить. Вы можете подать документы на получение визы без права работы и просто жить, тусоваться в Испании, если кайф. Подходит для там, бизнесменов, у кого пассивный доход, все такое. Выдается она на 1 год, и потом ее можно как бы продлять уже на территории Испании без проблем, просто обновляя пакет документов, которые вы изначально подали. Следующая виза — это рабочая, да, обычная рабочая виза. Если вам повезло, и какой-то испанский работодатель готов возиться с вашими документами, подготовить их, оформить, отправить, вы можете получить рабочую визу и, собственно, переехать сюда уже с контрактом. Это, наверное, один из самых стандартных способов, но при этом достаточно сложный в поиске испанского работодателя. Но если вдруг вам повезло или вдруг у вашего знакомого здесь есть ИПшка какая-нибудь, бизнес, он может вас пригласить, но для него это типа дорого, и я думаю, не каждый специалист сможет заинтересовать испанского работодателя, потому что здесь есть ограничение рабочих мест, то есть здесь определенное количество испанцев должно обязательно работать на работе, а все остальное могут быть там мигранты, люди без гражданства и так далее. Еще есть виза цифрового кочевника. Ее там сделали после короны, это для тех, кто фрилансеры и могут работать удаленно. У них есть ограничения, то есть вы не можете получать больше 20% от вашего общего дохода от испанских работодателей. То есть вы все равно можете оказывать им услуги, но не более 20% от общего объема. Можно легально жить в Испании, работать, и у вас будет там специальный налоговый режим. Какой конкретно он, я не знаю, но можно погуглить, найти эту информацию. Я думаю, если вы можете себе позволить цифровую
цифрового кочевника, вы и так знаете об условиях. Вот. Вариант, выберете ли вы Испанию для жизни или нет, это, конечно, немного другой вопрос. Подойдет, наверное, там IT-специалистам, дизайнерам, маркетологам, каким-нибудь другим удаленщикам, да. Плюс есть, с этого у нас вытекает еще 2 визы. Это предпринимательская виза и антономо, ИПшка местная. Идем мы к предпринимательской визе. Это такая виза стартапа, ее еще называют. То есть у вас должен быть инновационный бизнес, который работает типа с Испанией. Не знаю конкретно, что подойдет сюда. Там есть специальный орган ЭНИСА, который оценивает ваш бизнес-план. Но если вы типа бизнесмен, может, вдруг вы Тинькофф, вот решили посмотреть мой канал, и у вас есть инновационная идея открыть здесь банк какой-нибудь цифровой, чему я был бы безусловно рад, вы можете подать документы, получить бизнес-план, вам дадут визу, вы сможете работать, жить, все. И второй, выходящий из этого намного попроще, как я думаю, это антономо. Сюда вы можете приехать и его уже открыть на территории Испании. Это подойдет там для, как их называют-то, парикмахеров? Для парикмахеров, стилистов, маникюр делать, что еще? Просто фрилансеры, у которых большой объем испанских клиентов. Короче, любая ИПшка, там кафешку открыть, все, что захотите, но в Испании, типа, большие налоги, то есть вам здесь нужно будет специально платить НДС, хотя во многих странах Евросоюза это не нужно, но может вас привлекать климат здесь или жизнь, и вы рассматриваете именно Испанию для жизни, то этот вариант вам тоже подойдет, если у вас есть клиенты, развернуты там соцсети, то есть вы приезжаете и работаете здесь. Мне кажется, отличный вариант. Если вам не подойдет воссоединение с семьей, например, это следующий вариант. Если вдруг у вас уже есть родственник или кто-то с испанским паспортом, кто живет уже в Испании, это ваш родственник, вы можете восстановиться. Там документы несложные, но процесс хз. Если у вас здесь есть родственник, я думаю, вам намного проще и шенген получить, и все, и уже есть куда приехать. Как один из способов. О нем я ничего не знаю, у меня испанских родственников нет. Знаю, что можно выйти там, наверное, найти испанца, выйти за него замуж, жениться, получить годовой, там в течение года вы получите гражданство испанское, то есть вообще без проблем, как вариант. Также дети, несовершеннолетние дети получают легализацию, и совершеннолетние, если они еще не построили свою семью, и они зависят от вас финансово. Вот, они все получат легализацию. Дальше у нас обучение. Это, наверное, самый простой способ, как я думаю. Это студенческая виза. Можно поступить в испанский университет. Обучение здесь стоит дешевле, чем в России. Хороший вариант. Можно сделать, как многие делают, это языковые курсы. Вы поступаете сюда в школу. Это будет стоить, наверное, 3500 евро. Вы учитесь, вам дают визу, вы продолжаете, можете потом продолжить обучение, остаться по оседлости, открыть антономо. То есть куча вариантов потом, как здесь остаться, и вы уже будете с языком. Но здесь надо понимать, что помимо того, что вы должны где-то учиться, вы еще где-то жить должны, но что-то есть. Если это условно университет, то у вас там есть жилье, питание, да, от университета. Если это языковой курс, то вам надо где-то жить, где-то есть. Это тоже надо продумать и предоставить в консульство. Блок, по которому я нахожусь здесь, это международная защита. Это странный процесс, вы можете посмотреть там другие видео, я о них рассказывал. Вот сейчас меня перевели на первую фазу, я еще о ней мало чего знаю, но вот как узнаю больше информации, запишу об этом видео. Если вы... Так, какие там варианты есть? Политическое убежище, ЛГБТ, религиозное, расовое, что-то еще есть. Короче, если вам угрожают в своей стране, и вы не можете ничего с этим сделать, у вас там уголовное дело, или есть законы, которые вас дискриминируют, вы можете запросить политическое убежище. Есть там 3 варианта. Это Болонский путь, где надо через кучу стран проходить, но вы можете попасть под Дублин. Это когда вас вернут в страну, где вы были. Шенгенская виза, вот вы влетели, запросили
убежище в полиции, но вам надо какой-то период здесь жить, и через аэропорт. Обычно через аэропорт это делают без визы, но у меня там получилось с визой, я ускорил многие процессы и получил защиту сразу. Но через аэропорт это нужно транзитом лететь. Вам дадут разрешение на пребывание, будут рассматривать ваше дело. Через 6 месяцев вы получите разрешение на работу. Но обычно, кто выбирает этот путь, не знает ни языка, ничего. И просто, беженство бегут, Так, дальше у нас, долгосрочное резидентство. Это, например, вы здесь, вот по первому пункту, прожили по визе там, без работы или по Антонома. То есть по какому-то варианту вы прожили здесь много времени, и вам дадут ПМЖ. ТИА на 5 лет, долгосрочно. После 5 лет, проживания на территории Испании. Для беженцев, например, через 5 лет паспорт можно получить, а для обычных людей через 5 лет вы получаете ПМЖ. Но то же самое, что и паспорт, просто без права голосовать, и все, то же самое. Еще есть вариант золотой визы, но ее закрыли, больше ее не получить. Наверное, я здесь ничего не буду рассказывать, но надо было купить недвижимости на 500 тысяч евро. Я думаю, если у вас есть такие деньги, вы можете переехать и по другому варианту, не покупая недвижимость, а выбрать кучу других вариантов сюда переезда. Но такой вариант уже закрыли и больше нельзя. Можно в США рассмотреть, мне кажется, с таким бюджетом. Собственно, это все, что я знаю. Возможно, что-то я упустил, вы можете написать в комментариях, задать мне какие-то вопросы. По каждой из этой темы, кроме золотой визы, я запишу видео большие, потому что у вас просто миллиард вопросов на эти темы. Не знаю, нужно ли вам записывать видео про шенгенскую визу или нет. Вот как-то так. Подписывайтесь на канал, чтобы там следующие видео посмотреть. Также вы понимаете, что я не миграционный юрист, ничего. Я просто делюсь своим опытом и рассказываю то, что знаю. Может, я что-то упустил или упущу. Но всегда можно зайти на сайт консульства Испании и посмотреть, какие варианты есть. Написать им на почту и уточнить критерии. Потом зайти в чаты, посмотреть и составить какую-то общую картину. Но вообще миграция — это не так сложно, мне кажется. Хотя нет, это сложно. Но все равно, я думаю, это проще, чем вам кажется.